Всем привет! На канале Димаша Кудайбергена вышел тизер клипа к долгожданной композиции Love's Not Over Yet. 7 марта на всех музыкальных платформах состоится релиз композиции. На YouTube-канале Димаша пройдет премьера нового клипа. Накануне релиза редакция Димаш Ньюс побеседовала с авторами песни, французским композитором Флавьеном Компаньоном и американским продюсером и композитором, дважды обладателем премии Грэмми Уолтером Афанасьевым, а также аранжировщиком и композитором Дмитро Гордоном. Вот что рассказал Флавьен Компаньон. Мы с Домиником сели за пианино и начали искать этот невероятный припев, который невозможно спеть. Смеется, и только Димаш сможет это сделать. Уолтер Афанасьев. Мы написали одну из самых красивых, но невероятно сложных для исполнения песен. Димаш буквально единственный певец, который смог бы спеть Love's Not Over Yet. Дмитро Гордон. Я считаю, что Димаш сочетает в себе все лучшее, что есть в музыке, вне зависимости от стиля, жанра, направленности. Конец цитаты. История Love's Not Over Yet началась в 2017 году, когда французские авторы Флавьен Компаньон и Доминик Бурс создали эту песню специально для Димаша. Впервые поклонники услышали ее на репетиции в Китае, где голос любимого артиста наполнил зал новой мелодией. Флавьен Компаньон поделился историей знакомства с Димашем и тем, как все начиналось. В 2017 году, когда я видел выступление Димаша на Facebook, решил оставить сообщение с просьбой, чтобы кто-то нас познакомил. Я очень хотел поработать с ним, и мой друг Андрей Иванов познакомил меня с менеджером Димаша. Так мы впервые встретились на шоу Патрика Себастьяна. Я был счастлив встретиться, как и Димаш, ведь он является поклонником Лары Фабиан и Селин Дион. Ему было интересно работать со мной. Затем я рассказал своему другу и деловому партнеру Доминику Бурсу о Димаше и предложил написать песню для него, чтобы раскрыть его широкий вокальный диапазон, как в композиции SOS. Мы с Домиником сели за пианино и начали искать этот невероятный припев, который невозможно спеть. Смеется, и только Димаш сможет это сделать. Позже, после того, как я долгое время был на связи с Димашем, я познакомил его с моим лучшим другом Терри Мартином, который каждый год организует мероприятия для фонда Global Gift Евы Лонгрии. Терри, который уже работает с Ларой Фабиан и любит сильные голоса, был очарован голосом Димаша. Он познакомил его с Евой Лонгрией. На Global Gift в Париже Димаш исполнил I'll Be Myself, и вся аудитория встала аплодировать. Это было потрясающе услышать, как Димаш поет вживую. Демо-версия произведения в том же 2017 году была передана Уолтеру Афанасьеву для продюсирования. Прошли годы, многое изменилось, включая самого Димаша.
Мы спросили у авторов, отличается ли финальная версия от самого первого варианта. Флавьен и Доминик передали мне идею в 2017 году. С тех пор очень многое поменялось. Изменилось звучание, аранжировка, гармонии. И песня приобрела совершенно другой вид, отличный от первоначального. И, наконец, Девон Грейвс написала текст. Так, песня стала тем, чем она является сегодня, ответил Афанасьев. Песня эволюционировала за эти годы. Маэстро Уолтер Афанасьев захотел внести изменения в припев. Он также сочинил потрясающий бридж, добавил компаньон. Спустя 3 года в непростом 2020 году в Париже в зале Сейн-Мискале состоялась запись оркестровой партии произведения. Отвечая на вопрос о жанре новой композиции, маэстро Уолтер Афанасьев отнес песню к жанру поп-классики. Авторы рассказали, как проходила работа над оркестровой партией песни. Уолтер Афанасьев: я всегда делаю демо-версии оркестра перед тем, как мы переходим к настоящей записи. То есть у меня сначала было демо того, как я это слышал, после чего мой аранжировщик Дмитрий Гордон сделал уже записанную партитуру, по которой оркестр играл мои идеи. Поскольку была пандемия, было не так много возможностей организовать живую запись, но Флавьен и Доминик договорились с Парижской оперой, чтобы мы записали там. Записывали по Zoom, я был в Лос-Анджелесе, они были в Париже, но результат меня очень удовлетворил. Мне очень нравилось, как это звучит. Флавьен компаньон. Уолтер сделал потрясающие оркестровые аранжировки. Это было сложно из-за пандемии ковида. Все музыканты были в масках. Это была удивительная миссия для нас всех. Уолтер следил за записью дистанционно онлайн. Дирижировал Брис Давали, очень известный композитор оркестровой музыки во Франции. Доминик и я были очень счастливы, что получилось организовать эти оркестровые записи. Мы все были глубоко тронуты этим волшебным моментом, который навсегда останется в нашей памяти. Дмитро Гордон. Я видел эту песню еще в самом начале, поскольку в 2017 году работал с Уолтером в Лос-Анджелесе. Однажды он сказал, что сегодня к нам придет невероятный певец из Казахстана, Димаш Кудайберген, с уникальным голосом, которого нет ни у кого. Он включил СОС, и мы все обомлели от услышанного. Затем приехал Димаш, и они все вместе с Уолтером сыграли отрывок новой песни. В 2020 году я выполнил работу больше с технической стороны звукорежиссера, когда Уолтер работал над аранжировкой. Партии для оркестра были прописаны. Моей задачей было адаптировать их под живой оркестр и заставить все это звучать, как нужно было автору. Автором слов новой песни выступила Девон Грейвс. Она написала текст уже под готовую музыку. Как проходила работа над текстом, рассказывает Флавьен компаньон. 7 лет назад, когда Димаш приехал выступать на мероприятие ЮНЕСКО, у меня появилась возможность забронировать студию, чтобы записать демо-версию нашей песни с голосом Димаша. Но у меня не было текста. Поэтому поздно ночью, накануне, я позвонил своей подруге, автору Девон Грейвс. Девон – американка, она написала и сочиняла песни для разных артистов. Когда я попросил Девон создать текст, она сразу согласилась. Уже на следующий день Димаш записал демо, и это был потрясающий момент. Мы находились в студии моего друга Лоранта Бейневна, который работает со многими артистами, такими как известный тенор Винсан Никло и многими другими. Лорант предоставил мне свою студию, хотя я позвонил ему за день до этого. Это была настоящая экстренная организация.
И все мои друзья сразу сказали «да». Я хочу снова поблагодарить их за поддержку, потому что без их начала этой песни никогда бы не стало реальностью. Спустя несколько лет Уолтер попросил Девон внести некоторые изменения в текст. Учитывая, что Димаш практически в каждую исполняемую песню вовлекается с точки зрения музыкального продюсера, мы поинтересовались у Уолтера, как проходила запись песни в Лос-Анджелесе, когда Димаш приезжал в творческую командировку. Работать с Димашем было очень просто. Он очень хорошо понимал, как спеть эту песню. Он перфекционист. И он отлично передал то, какой эту песню видел я. Он великолепно справился с этой работой. Конечно, были некоторые ограничения, потому что английский не его основной язык. Произношение было очень важным в этой песне, поэтому мы много работали над этим. Мы написали одну из самых красивых, но невероятно сложных для исполнения песен. Димаш буквально единственный певец, который смог бы спеть «Love's on Over It». Он блестяще справился. Потрясающий. Браво, Димаш, ты лучший, поделился композитор. Дмитро Гордон участвовал в записи вокала Димаша в студии. Тогда музыканты вместе работали в Лос-Анджелесе над авторскими композициями Димаша, часть из которых уже вышла в свет. Дмитро поделился, какие композиции в исполнении Димаша ему ближе как композитору и аранжировщику. Я в детстве очень любил классический кроссовер, поэтому Love's on Over It именно та песня, которую я бы слушал в то время. Сейчас я адаптировался как композитор и продюсер под разные стили. Мне повезло, что Димаш доверил мне продюсирование 3 песен When I've Got You, Smoke и Fire. Они все разные, экспериментальные, не похожие на его остальной репертуар. Мне Димаш интересен в любых его проявлениях. Я считаю, что он сочетает в себе все лучшее, что есть в музыке, вне зависимости от стиля, жанра, направленности. В заключение мы спросили Флавьена, компаньона, изменилось ли что-то с момента знакомства с Димашем в 2017 году, до недавней встречи музыкантов в Париже. Все-таки прошло 8 лет. Для меня Димаш все тот же мой брат, как он называет меня. Мы как 2 брата. Я всегда старался помочь ему, талантливому музыканту, и не могу дождаться, чтобы увидеть, как он исполнит нашу песню вживую после стольких лет ожидания. Я надеюсь, что после этого мы сможем снова поработать вместе и выпускать новые песни, поделился радостным ожиданием композитор. 2025 год. Пройдя непростой путь, обретя множество поклонников еще в самом начале, песня Love's Not Over It готовится выйти в свет. Это большая работа, обладающая всеми чертами кинематографического произведения, конечно, не могла остаться без музыкального фильма, снятого под вдохновением от великолепной музыки. Друзья, это был обзор от Dimash News. Спасибо за ваши милые комментарии. Всем счастья и здоровья. Подписывайтесь на канал. До следующих встреч.
Thank you.